Всем привет! Сегодня я хочу представить вам развернутый и основательный рассказ о том, каковы же причины большинства тех состояний, которые называются обычно психическими расстройствами или болезнями. Сегодня я буду обращаться к академическим научным исследованиям, покажу вам эти исследования, расскажу, какие результаты в них получены, и что они означают и к каким выводам приводят. И думаю, такой широкий и такой глубокий охват этой темы, о которой я сегодня буду говорить, вы вряд ли встретите где-то на Ютубе или в обычной литературе. Если сложить вместе все те исследования, которые я сегодня буду задействовать, число их будет больше 1000. Число принявших участие в этих исследованиях людей превышает 3,5 миллиона или даже больше. То есть и охват работ, и выборка людей огромный. В первой части видео я покажу вам все эти научные исследования, покажу их результаты. И понятно, что эти исследования все проведены в категориальных рамках обычных диагнозов из ДСМ, но это неизбежное явление для любых академических исследований. В целом эти категории все равно нам что-то сообщают, да, если мы хотим понять общие закономерности и причины всех тех состояний, которые называются именами разных диагнозов. Ну, а точность их дальнейшего понимания и развлечения – это уже отдельное дело. А во второй части видео я перейду к терапевтическим книгам, покажу некоторые важные места из этих книг, порекомендую книги и видео для тех, кто, соответственно, хочет либо понять и узнать что-то еще на эту тему, либо помочь себе каким-то образом. Ну и постараюсь дать общее психологическое понимание всех тех конкретных фактов, которые до этого будут обсуждены. Три главных категории, о которых сегодня пойдет речь, это психологический абьюз, физический абьюз и сексуальный абьюз. Ну, абьюз в целом означает насилие или плохое обращение. Я возьму исследования за последние 30-35 лет, возьму достаточно популярные статьи, которые имеют от нескольких сотен до нескольких тысяч цитирований, что в академическом мире очень много. И мы вместе с вами посмотрим, каким же выводом эти крупные исследования приходят. Итак, первое из них – это мета-анализ 184 отдельных исследований, то есть обобщение их результатов и приход к какому-то выводу. Ну, а вывод такой: те, кто подвергался плохому обращению в детстве, в 3-3,5 раза чаще получали диагноз депрессии. Депрессия начиналась раньше и чаще становилась хронической, да, чем у тех, кто такому воздействию абьюзивному не подвергался. И наибольшее влияние на развитие, да, на вероятность развития депрессии оказывал эмоциональный абьюз и неглект, ну, то есть заброшенность ребенка и пренебрежение им, его потребностями, его эмоциями. Ну, что вообще значит в 3,5 раза? Ну, это значит, что если вы, например, возьмете 100 человек без диагноза психиатрического, то, допустим, среди них, подвергшихся очевидному абьюзу, будет там 20 человек из 100. А если вы возьмете 100 человек с диагностированной депрессией, то среди них, таких людей, подвергшихся абьюзу, окажется в 3,5 раза больше, то есть 70 человек из 100. Такого рода соотношения, которые демонстрируются на многих и многих исследованиях, и в некоторых из них число еще гораздо больше, но усредненные числа такие, что в среднем где-то в 3,5 раза у людей развивается чаще депрессия, она в целом гораздо более тяжелая, она становится хронической, то есть длится годами и годами, она раньше в жизни у них начинается, и в целом понятно, что плохое обращение в детстве, в особенности психологическое насилие и пренебрежение ребенком, является максимально показательным, максимально очевидным фактором, когда мы говорим о происхождении депрессии и о течении этой депрессии. Посмотрим теперь исследование связи абьюза в детстве и возникновения шизофрении. Это метаанализ 25 исследований, да, 2012 года. Здесь изучался сексуальный абьюз, физический абьюз и заброшенность ребенка и пренебрежение его физическими и психологическими потребностями. И снова те, кто подвергался такому обращению в детстве, получали диагноз шизофрении в 3,6 раза чаще,
чем те, кто, соответственно, истории задокументированной абьюза не имел. И давайте посмотрим в конкретном исследовании, как это распределение вообще выглядит. Вот исследование 2020 года. Здесь взяли 107 человек с шизофренией, 103 с биполярным расстройством, 604 с депрессией и 715 людей без диагнозов, которые как бы считалось условно здоровой выборкой. И посмотрели, какая была частотность эмоционального насилия, физического насилия, сексуального насилия, эмоционального пренебрежения и заброшенности, физической заброшенности, и как это все коррелировало с получением того или иного диагноза. Ну и на графике видно, что вот эти маленькие красные столбики в левой части каждого из отдельных комплексов столбиков — это вот условно здоровая выборка. То есть, например, эмоциональный абьюз, физический абьюз, сексуальный абьюз там везде ниже 10%. И в целом, если считать все виды абьюза комплексно вместе, то окажется, что условно здоровая выборка имеет 15% частоты абьюза в детстве, в то время как люди, которые получили диагноз шизофрении, биполярного расстройства или большого депрессивного расстройства, имеют около 60% на частотность. А среди тех, у кого депрессия длилась больше 2 лет и никак не корректировалась лечением, людей с историей абьюза было уже 75,4%. То есть, условно, представьте себе такое распределение: 100 человек без диагноза, из них 15 имеют историю абьюза, 100 человек с психотическими диагнозами, шизофрения, биполярное расстройство, из них 60 из 100 имеют историю абьюза, люди с хронической депрессией, которая не поддается никакому лечению, привычному, стандартному, 75 человек из 100 имеют историю абьюза. Ну и понятно, что почти всегда это недодиагностированность, да, то есть в реальности насилия больше, чем в историях, чем в документально подтвержденных каких-то свидетельствах, чем сами люди сообщают. Существует, с одной стороны, нормализация некоторых видов обращения, которые никто не посчитает насилием, и поэтому вам о них не сообщит, как клиент, как пациент. С другой стороны, существуют разного вида диссоциации, разного вида умолчания там и так далее. Теперь посмотрим, как возрастают риски разных расстройств у людей, переживших сексуальный абьюз разных видов до 18 лет. Здесь взяли 250 женщин, которые такому абьюзу подверглись, и 250, которые ему не подвергались. Ну и можно увидеть, какая огромная разница, как сильно возрастает частотность, как сильно возрастают риски самых разных проблем и страдательных состояний, которые потом получают имена того или иного диагноза. По этой таблице видно, да, что вверху первый столбик называется «Все виды в целом сексуального абьюза», второй столбик «Генитальный» и третий столбик «Непосредственный половой акт». И видно, как по мере утяжеления абьюза, да, по мере приближения его к непосредственно половому акту и непосредственно генитальным взаимодействиям, проблемность, тяжесть, травмированность возрастают, и частотность соответствующих проблемных страдательных состояний возрастает. Ну, например, вот расстройство пищевого поведения, да, в 3 раза в первых двух случаях и в 6,7 раз, если был непосредственный половой акт насильственный. Тревожные расстройства в 2,4 или в 3 раза. Депрессивные расстройства в 2,6, 3,5 и в 5 раз. И можно заметить, как в огромное число раз возрастает риск суицида или суицидального поведения. В 20 раз в случае обобщенного, да, обобщенно понимаемого сексуального абьюза, в 26 раз, если это был непосредственно генитальный контакт, и в 74 раза, если было прямое изнасилование, то есть прямой половой акт. Ну и представьте себе, как можно игнорировать такого рода вещи, да, или пытаться не замечать разницы между людьми, которые пережили такой опыт и не переживали его, и пытаться искать какие-то сугубо нейронные или генетические и прочие основания такого рода психических состояний. Ну и видно, что также возрастает
зависимость разного рода, да, зависимость от веществ, наркотическая зависимость 2,4 раза, в 3,7 и в 9 раз. В третьем столбике вы можете это видеть. Возьмем теперь исследование людей, которым поставили пограничное расстройство личности, и в котором, соответственно, изучалась связь этого с ранними травматическими жизненными событиями, с установками родителей, с семейной историей и прочими рисками. Ну, вот здесь взяли 66 пациентов с ПРЛ и 109 контрольных людей без диагноза. Выделили разные виды травматического опыта, которые дальше я вам покажу. И итоги такие. 62 из 66 пациентов с ПРЛ имеют травматичный опыт того или иного вида. И только 42 из 109, гораздо меньше половины, в контрольной группе его имеют. Ну и какого рода этот опыт? Ну, например, насилие в семье. Отец бьет ребенка в 2 раза больше. Отец бьет мать. 27% в случаях людей, которым поставили ПРЛ, 2% в условно здоровой выборке. Мать бьет ребенка тоже в 1,5 раза чаще. Но главное это частота сексуального абьюза. Генитальный сексуальный абьюз 60% у людей с ПРЛ. И всего 2% в обычной выборке. А если брать в целом все виды сексуализированного абьюза, то 74% у людей с ПРЛ и всего 5,5% в обычной выборке. То есть разница в 17 раз. В 17 раз чаще люди с ПРЛ подвергались абьюзу в детстве. Ну, то есть люди, которым в будущем такой диагноз поставили. В детстве у них, конечно, его не было. Их события детства – это и есть то, что является источником такого рода состояний. То есть 3 из 4, да, 74-75% людей, которые диагноз ПРЛ во взрослом возрасте получают, были жертвами сексуализированного абьюза, если смотреть такого рода исследования, которые, естественно, дальше будут повторяться. То есть вот посмотрите, сексуальное насилие, сексуализированное насилие – это то, что случается с детьми и так влияет на их психику, что достаточно часто их состояние в стандартной психиатрической оптике распознается и называется как ПРЛ, да, пограничное расстройство. Если бы это было следствием каких-то генов, каких-то мозговых нарушений, то не было бы такой огромной разницы, и не было бы этой устойчивой корреляции, этой устойчивой связи. Возьмем теперь данные по более чем 3 миллионам людей, которых, соответственно, собрали вместе в метаанализе по 171 исследованию связи детского сексуального абьюза и происхождения тревожных расстройств. Ну и мы видим здесь общий вывод, да, что детский сексуальный абьюз – это значимый, хотя и не специфичный фактор риска для тревожных расстройств, особенно ПТСР, независимо от гендера жертвы и независимо от степени серьезности этого абьюза. Неспецифичный фактор значит, что такой вид абьюза сексуальный увеличивает риск не только тревожных расстройств какого-то одного диагноза, но и других расстройств. ПТСР, депрессии, расстройства пищевого поведения, нарушения сна, психозов и других. И риск развития таких состояний в разы возрастает по сравнению с теми, кто такому абьюзу не подвергался. Для тревоги и депрессии это снова в данном большом метаанализе в 3-4 раза чаще. Другой метаанализ обобщает данные по 587 исследованиям, в которых приняли участие в общей сумме 270 тысяч человек. И здесь также изучалось влияние сексуального абьюза в детстве на психическое здоровье людей и на здоровье в целом. Ну и результаты его, собственно, такие же. Людям, пережившим в детстве сексуальный абьюз, гораздо чаще ставят ПРЛ, депрессию, расстройство личности, диссоциативные расстройства, психозы, тревожность, ОКР, наркотическая зависимость. У них также чаще возникает самоповреждающее поведение, расстройство пищевого поведения, проблемы с самооценкой, проблемы с я-концепцией, с представлениями о себе, проблемы в отношениях и так далее. Подверженность абьюзу всегда имеет значимую связь со всеми этими расстройствами, с этими диагнозами и проблемами. С одними чуть больше, с другими меньше.
И в целом подверженность абьюзу в детстве в разы повышает риски всех основных психических расстройств и трудностей. Еще один метаанализ, теперь 62 отдельных работ в сумме, включающий в себя данные по 44 тысячам людей. Это метаанализ, позволяющий сравнить, в какой степени разные негативные события раннего детства влияют на риск депрессии в дальнейшем. И вот что важно, и почему я, собственно, тоже решил показать этот метаанализ, важно различать типы негативных, плохих событий. И как здесь можно увидеть, именно человеческие вопросы, вопросы отношений, чувств, восприятия друг друга являются ключевыми. Физическая травма или природные бедствия не травмируют людей психологически так, как их травмирует абьюз другими людьми или потеря значимого человека. То есть это не просто стресс, дело не в любом стрессе в раннем детстве, это не просто претерпевание неприятных эмоций, как тоже, конечно же, будет в случае какого-то природного бедствия, да, или физической травмы тяжелой. Это вопрос именно насилия, пренебрежения, унижения, страха, отчуждения и переживания такого рода небезопасных, травмирующих, болезненных отношений. То есть это социальное и психологическое явление, которое коренится в значимости отношений с людьми и в значимости того, как другие люди к нам относятся. В важности того, как люди воспринимают человека, какие эмоции ему выражают и как с ним обходятся. Особенно, если это такие сверхзначимые люди, как родители или те, кто их заменяет в раннем детстве, да, когда нарушение нормальной привязанности, нарушение нормальных отношений особенно травматично, особенно болезненно. И в данном метаанализе брали 8 типов возможных стрессовых событий раннего детства, и они очень показательным образом распределились. Да? Сексуальный абьюз, физический абьюз, смерть члена семьи, домашнее насилие и эмоциональный абьюз были значимо ассоциированы с повышенным риском депрессивного расстройства до 18 лет. И в противовес этому бедность, какая-то физическая болезнь или травма, или претерпевание какой-то природной катастрофы такой значимой корреляции с ранним возникновением депрессии не имели. Возьмем следующее исследование, в котором изучались 23 395 человек и 3 типа абьюза. Физический, сексуальный и подверженность ситуациям, когда дети наблюдают за или оказываются так или иначе вовлечены в насильственные действия между родителями или опекунами. То есть дети свидетели насилия между взрослыми. Да? Ну, в том числе это часто означает, что их вынужденно хоть как-то там, но все равно начинают задействовать, к ним обращаются, они чувствуют себя как бы включенными в эту динамику и не являются, конечно, всего лишь посторонними наблюдателями. Ну и здесь снова можно увидеть, да, как увеличивается риск получить психиатрический диагноз того или иного вида от 1,5 до 8 раз для тех, кто такого рода события в жизни, в детстве переживал. И в этой таблице можно увидеть, как с разными конкретными действиями коррелируют разные потом получаемые человеком диагнозы. То есть вот есть детальное описание физического абьюза. Первый столбик slapped, значит, получали пощечины, какие-то затрещины, подзатыльники, такого рода пощечины по лицу, такого рода подзатыльники по голове, такого рода удары в уши, были также побиты, да, или выпороты, или отшлепаны. Второй столбик — это дети, которых хватали, трясли, чем-нибудь в них кидались. Третий столбик — дети, которых душили, поджигали, да, или были уже еще более как-то жестоко избиты. Следующий, четвертый столбик — это любой вид физического абьюза из этих трех. Пятый столбик — сексуальный абьюз. Дальше, соответственно, экспозированность, да, наблюдение за насилием между родителями или опекунами. И последний столбик — это обобщенный, то есть любой вид из этих событий был пережит ребенком. Ну и первое, видите, депрессия. Первый столбик 2,3 раза, потом 2,8, 2,8, 2,5, 3 и 2. И в целом любой вид
детского абьюза в 2,9, ну, то есть в 3 раза повышает вероятность депрессии. Следующее биполярное расстройство тоже увидим, там 2,8, 3,7, 4,4, 4,5 и общий результирующий в 3,6 раза чаще возникает. И получается диагноз биполярного расстройства у детей, которые такого рода опыт имели. Вот, общее тревожное расстройство, генерализированное тревожное расстройство, алкогольная зависимость, соответственно, наркотическая зависимость, ну, везде от 2,5 до 3,5, 3,6 раз. И снова, да, суицидальная идеация, то есть мысли о суициде, возрастают в среднем там, в 4 раза, а суицидальные попытки уже в 6 раз. Ну и видно, что цифра 7,9 находится в столбике сексуальный абьюз, который, соответственно, почти в 8 раз повышал риск суицидальных попыток. Возьмем теперь другое состояние, которое называется диссоциативным расстройством идентичности, ну то есть то, что обычно называют множественной личностью. Здесь показатели еще более говорящие, да, из 135 пациентов с этим диагнозом у 125 в детстве был физический или сексуальный абьюз. При этом 99 из них сообщают о 4 и более типах сексуального абьюза. То есть это именно какой-то многократно повторяющийся, разный, долгий, травматичный, тяжелый опыт, который в итоге ведет к такого рода диссоциации, фрагментации и в итоге к получению соответствующего диагноза. И это тоже не новость, да, давно известно, что тяжелый травматичный опыт приводит к диссоциации. И такие исследования показывают, что в случае диссоциативного расстройства идентичности или множественной личности, это буквально около 100% людей имели опыт тяжелого абьюза в детстве. Да, то есть у 125 из 135 человек была история физического или сексуального абьюза, это еще не говорится про психологический. И важно понимать, что последствия такого тяжелого опыта, конечно, не укладываются в искусственные категории DSM-диагнозов, МКБ-диагнозов. И понимать их нужно психологически и личностно. Поэтому если просто чисто школярским образом оценивать состояние людей по условным параметрам разных диагнозов, то окажется, что им подходят многие диагнозы сразу. Что тоже неудивительно, так как, ну, это же люди, они же переживают какой-то цельный опыт, какой-то общий опыт. Они не могут уложиться в набор каких-то странных критериев, которые не психологическим образом описываются. Да, они переживают реальный опыт и имеют психологически объяснимые состояния. И последствия тяжелых травм, конечно, захватывают всего или почти всего человека и касаются самых разных психических областей, состояний, поведенческих проявлений. Поэтому, конечно, таким людям, пережившим такой тяжелый опыт в детстве, да и в жизни в целом, ставятся и другие диагнозы, помимо диссоциативного расстройства, идентичности, и пытаясь таким образом как бы уловить нечто еще в их состояниях, обычные психиатры могут ставить какие угодно дополнительные диагнозы на своем ограниченном языке, пытаясь хоть что-то зафиксировать. Ну и мы видим здесь, да, коморбидность, значит, это заболевание, сопутствующее основному, то есть диссоциативному расстройству, как часто сопутствуют те состояния, которые здесь перечислены. Ну и мы видим здесь, что расстройства настроения почти всегда, но, скорее всего, вообще всегда имеются здесь. Потому что, ну, понятно, что такого рода опыт не может не оставить следов никаких. И понятно, что это в том числе будет описано как того или иного вида расстройства настроения. В первую очередь это депрессия, но, как мы видим, любой тип расстройства настроения, 98% случаев коморбиден, то есть сопутствует диссоциативному расстройству. Психотические расстройства тоже, сам type, то есть какой-то тип психотического расстройства, нижняя строчка этого раздела, 74%. Мы видим первая шизоаффективная, там почти половина, шизофрения почти 19% и так далее. Тревожные расстройства тоже какой-то вид тревожного расстройства 89,7, то есть 90% людей. Но тоже абсолютно понятно, что тревожные панические расстройства
будут сопутствовать такого рода травматичному опыту, да, почти всегда. Ну и то же самое касается вот зависимости, да, злоупотребления веществами, какой-то вид такого рода зависимости или злоупотребления 65% тех, у кого есть диагноз диссоциативного расстройства. Вот. Ну и то же самое касается того, что людям ставят расстройство личности, тоже описывая какие-то психологически сложившиеся, социально вызванные часто, особые паттерны их внутренней и внешней жизни, особые какие-то устроения, особые механизмы справления с их травмой или непосредственно ее проявление, выражение, отыгрывание и так далее. И мы видим, что вот как раз пограничное расстройство ставится больше, чем половине, там избегающее почти половине, ну и так далее. То есть, естественно, сам опыт и сами реакции на этот опыт, и сами попытки с ним справиться или от него как-то защититься и скрыться, будут описаны как подпадающие под те или иные критерии каких-то конкретных диагнозов СДСМ или МКБ, но понимать такой опыт и такие состояния нужно, конечно, цельным образом, как понятные, как имеющие конкретные причины, человеческие переживания, человеческие реакции на то, что он пережил, на человек пережил. И тогда все эти отдельные, будто бы немыслимо перепутанные между разными диагнозами состояния, критерии диагностические и так далее обретут как раз цельную, понятную картину. Вот следующий метаанализ – это тоже очень важное дело. Здесь исследуются именно, берутся, да, для обобщения проспективные исследования, то есть такие, где сначала берется выборка людей, с которыми еще ничего не случилось, то есть буквально просто набирается какая-то выборка людей, чтобы с самого начала отслеживать, что же с ними будет и какие события будут следовать одни за другими. Да? То есть смотрят, берут каких-то маленьких детей, начинают за ними наблюдать, начинают их, допустим, раз в год, раз в полгода, там, раз в 3 года навещать, узнавать, что с ними происходит, отслеживать их состояние. И таким образом вы не просто встречаете человека, у которого уже есть депрессия там, или какой-то диагноз другой, вы смотрите, как все это возникает и у кого именно возникает. И вот это очень показательно тоже. То есть здесь брались обычные люди, дети, за ними в течение многих лет наблюдали, и потом у кого-то из них во взрослом возрасте было определено то или иное расстройство, и можно посмотреть, какая у него была история жизни до этого, была ли у него история абьюза в предыдущие годы, да, как он вообще жил, в каких условиях и так далее. И вот это метаанализ 8 таких проспективных исследований, и видно, что здесь снова точно такие же постоянно значимые связи абьюза в детстве и получения разных диагнозов, в частности, как обычно, депрессивных и тревожных, и как минимум больше половины всех случаев депрессии и тревожных расстройств могут быть атрибутированы плохому обращению в детстве. Мы видим вывод, выделенный здесь, на этом скрине. И, соответственно, сокращение частоты плохого обращения с детьми на 10-25% может предотвратить 30-80 миллионов депрессивных и тревожных расстройств. Ну и, конечно, понятно, что многие случаи таких же состояний просто никем не были диагностированы, поэтому реальная статистика еще больше. Абьюз всегда недооценивается. Очень часто люди, которые его пережили, сами его оправдывают или не считают какое-то обращение проблемным, или отчасти пытаются в том числе защитить себя и свою семью от какого-то такого вот рода экспозирования, да, выставления правды, в том числе у некоторых людей действительно возникает диссоциация или забывание и так далее, и так далее. Поэтому абьюз обычно не додиагностирован, так же, как, собственно, психические страдания, психические проблемы людей. Вот. Но вот заметно, да, простая зависимость, что сократите на четверть самое очевидное, самое грубое, самое понятное насилие в семье над ребенком, и там 100 миллионов людей дальше не будут иметь депрессии и тревожных расстройств. На самом деле еще больше. Вот другое явление, которое называется хронической болью, то есть боль, которая длится дольше обычного периода выздоровления, длится либо больше 3 месяцев,
имеет обычные причины в виде какой-то понятной телесной проблемы или же вообще никакой понятной причины не имеет. Ну, то есть, по сути, это либо состояние людей, у которых когда-то какое-то заболевание, какая-то травма должны были бы давно пройти, они очень долго, да, болят, или еще интенсивно болят, или у них вообще нет никаких понятных физических источников боли, они проходят все обследования, у них ничего не обнаруживается, а боль есть. И вот хроническая боль точно так же связана с абьюзом в детстве. Это метаанализ 16 исследований, больше 5000 человек в них приняли участие в сумме. И здесь мы видим точно такую же зависимость. Да? Дети, которых абьюзят физически, абьюзят эмоционально, психологически. Дети, которые переживают разного рода травматические события в детстве, соответственно, имеют гораздо больший риск иметь хроническую боль дальше во взрослом возрасте. Ну и вот такого рода исследования и гораздо более, в том числе детальные исследования, показывают, что, естественно, существует какая-то психосоматическая связь, просто, может, не такая простая, как это иногда преподносится, да, и гораздо более, ну, требующий гораздо большего какого-то действительного изучения и понимания. Ну и это тоже очень известное, очень популярное исследование, да, неблагоприятного детского опыта и связи его с самыми разными проблемами дальше и в образе жизни, и с психическим состоянием, и с состоянием физического здоровья. Но я вот выбрал тот элемент, да, описания, тот элемент списка последствий или коррелирующих с детским абьюзом и неблагоприятными событиями в детстве состояний, которые ближе все-таки к каким-то психологическим вопросам. Ну и вот можно здесь посмотреть, собственно, какие вопросы вообще входят в этот опросник, какого рода неблагоприятный опыт здесь имеется в виду. То есть первое, часто или очень часто родитель или любой взрослый человек ругал, оскорблял или унижал вас, или вел себя таким образом, что вы боялись физически пострадать. Второе, толкал, хватал, шлепал или бросал чем-то в вас, или хоть один раз ударил вас так сильно, что у вас остались следы или травма. А третий вопрос про какой-то сексуализированный абьюз. Четвертый про чувство, что вас никто не любит и не ценит в вашей семье. Пятое, вопрос каких-то уже физических пренебрежений, да, у вас была грязная одежда, никто не заботился, не было достаточной еды, или родители были алкоголиками, да, или принимали наркотики, не могли о вас позаботиться, даже о вашем здоровье, там, отвезти к доктору и так далее. Шестое, про развод или про раздельную жизнь родителей. Седьмое, это как раз про насилие между взрослыми людьми, которому свидетелем становится ребенок и обычно, естественно, активно задействуется в этом проблемном, патологичном, ненормальном взаимодействии. Да? Для ребенка в первую очередь ненормальному, патологичному, потому что люди, которые должны вроде бы обеспечивать ему безопасную, надежную жизнь, должны любить друг друга и его, они заставляют ребенка стать тем, кто принимает чью-то сторону или, в принципе, наблюдает тяжелую размолвку и тяжелое насилие между этими людьми, которые живут в атмосфере постоянного стресса, постоянного раскола, потому что если у него есть чувство к обоим родителям, все время пытаются перетянуть на какую-либо из сторон, все время то один, то другой совершает какие-то наиболее эксцентричные, какие-то безумные поступки, которые требуют помощи, участия, сочувствия и так далее. Такого рода динамика, да, и такого рода пережитый опыт, конечно, оставляет свои следы, и, конечно, он тоже включается в неблагоприятный, да, и приносящий множество разных проблем в будущем. Ну и дальше тоже были ли, по сути, у родителей или опекунов психические расстройства и проблемы, в первую очередь депрессия, да, или какие-то попытки суицидальные. И десятое, это про то, стал ли кто-то тюремным заключенным, да, из тех, с кем вы жили. Ну вот такого рода вещи там исследуются. Понятно, что один ответ – это 1 балл. Соответственно, есть люди, у которых из 10 этих пунктов набирается 0, или 1, или 2, или 3, или 4, или больше. И вот мы и видим здесь, да, сколько из 10 пунктов человек собирает и как это потом коррелирует со специфическими состояниями в будущем.
Вот, ну то есть первая строчка – курение. 7% у тех, у кого не было никакого такого проблемного опыта, 8% если 1 балл, 10 если 2, 14 если 3 и 16,5% если человек имеет 4 или больше пункта из этих 10. То есть видно, что по сути ну, почти в 3 раза да, увеличивается вероятность стать курильщиком у человека, который имеет 0, 6,8%, человек, который имеет 4 балла и больше 16,5%. Также тяжелое ожирение. У человека, у которого 0 баллов из 10, 5,4%, у которого 4 или больше 12. То есть тоже в 2,5 раза выше риск тяжелого ожирения. Вот. То же самое касается там, депрессивных эпизодов, да, 2 или больше недели депрессивного настроения в течение последнего года. Так звучит вопрос. Если у человека 0 пунктов неблагоприятных событий, 14% людей имели такое, 2 и больше недели депрессивных состояний, а у тех, у кого 4 плюс пункта из 10, 57%. То есть опять почти в 4 раза чаще, да, половина тех, у кого есть 4 или больше пунктов из этого списка неблагоприятных событий в детстве, имели, соответственно, депрессивные такие эпизоды в последний год. Вот, ну и попытки когда-либо, да, совершенные попытки суицида у людей, у которых 0 баллов неблагоприятного опыта, 1,2, то есть 1%, а у людей 4 и больше неблагоприятных пунктов 18%. То есть опять тут в 17 раз чаще люди совершают попытки суицида, те, у которых было 4 или больше видов неблагоприятного опыта в детстве из этого списка. Ну и представьте, что это за разница, да, ее просто невозможно игнорировать. То же самое касается и других каких-то проблем со здоровьем. Люди, которые считают сами себя алкоголиками, 0 баллов, 3%, 4 и больше 16%. Опять в 5 и да, в 5 с лишним раз чаще люди становятся алкоголиками, и даже сами это признают, если у них было много видов неблагоприятного опыта в детском возрасте. То же самое касается наркотиков, да, которые в разной форме принимаются. В первом случае это 6,4 и 28, во втором случае это уже типа, которые вводятся с помощью инъекций. 0,3% у тех, у кого не было проблем в детстве, да, и 4, если или больше видов негативного опыта, то там уже тоже в 10 плюс раз чаще люди употребляют наркотики, вводимые посредством укола. Ну и видно опять, что самые разные виды психологических проблем, самые разные виды зависимости, разные виды телесных проблем гораздо чаще происходят и случаются, и развиваются у тех, кто переживал в детстве какой-то тяжелый негативный опыт, да, перечисленный в этом списке из 10 возможных вариантов. Ну и в целом видно, что в 5 раз, в 7 раз, в 17 раз возрастает риск того или иного тяжелого проблемного состояния, да, у людей. И за следующие 20 лет после этого исследования было проведено еще 800 академических исследований на тему неблагоприятного детского опыта. Из них 25% было напечатано в журналах по общей медицине и 20% в журналах по теме психиатрии, психологии или зависимостей. То есть это максимально известная тема, максимально широко изучаемая, да, и публикуемая в соответствующих изданиях. И видно, что неблагоприятный детский опыт стабильно приводит к психическим проблемам, к разрушительному образу жизни, к проблемам со здоровьем. И люди страдают там, от многолетних депрессий, от тревожных расстройств, от разных видов зависимости и изменений личности или разных видов каких-то попыток справления, которые тоже в том числе и в вышеперечисленных вариантах имеют место, попыток справления с теми страданиями, с теми состояниями, которые были в них как бы встроены тем самым опытом, в них были вызваны таким образом. Люди могут ставить какие угодно расстройства личности, там антисоциальные, пограничные,
Да, и обычно все эти расстройства личности диагностируют в отрыве от реальной жизни, от их реального детского опыта. Кроме, конечно, тех там, терапевтов, психиатров или психологов, которые знают о такого рода исследованиях, понимают их, принимают эти результаты, они пытаются игнорировать и, соответственно, используют в понимании людей. Да. Поэтому, если исследовать, что было с такими людьми в детстве, в юном возрасте, то как минимум там, 70-75% это случаи, где абьюз в детстве был, тот или иной. Ну, а в остальных случаях тоже обычно находятся другие социальные или психологические причины для таких состояний, которые, конечно, существуют еще и помимо детского абьюза. Но детский абьюз разных видов — это самое страшное и самое проблемное и самое мощное по своему вкладу, да, воздействие, которое в дальнейшем приводит к самым разным психологическим проблемам и состояниям. Большинство из них будут потом определены психиатрами обычными, как те или иные расстройства. Ну и следующее, что я тоже хотел вам показать, и что вы можете в большей степени, наверное, прочитать сами на экране, это выдержки из главы «Детская травма, потеря и стресс» из книги «Модели безумия», страницы 269-272 и 274-275, если хотите это сами прочитать в книге, которые говорят о том, что само содержание симптомов у людей, которым ставят психотические диагнозы, конечно же, связано с тем, что они пережили определенного рода насилие в детстве. То есть вот вы можете увидеть, да, содержание галлюцинаций у лиц, ставших жертвами сексуального насилия в детстве, включает как элементы флешбеков, то есть вспышек воспоминаний о прошлом травматическом опыте, так и более символические репрезентации травматического переживания. То есть люди не обязательно переживают буквально те события, но разного рода преобразованные их, да, какие-то постсимволические сцены, виды, образы и так далее. Вот. Ну и какие-то конкретные примеры этого здесь тоже можно прочитать. И здесь также можно увидеть, что у детей, претерпевших неадекватное обращение или насилие в возрасте 5-10 лет, содержание зрительных или слуховых галлюцинаций или иллюзий обычно во многом напоминало конкретные детали эпизодов травматической виктимизации, то есть момент, когда они стали жертвой какого-то насилия. Вот. То же самое касается сексуального бреда, то же самое касается и разного рода физического насилия. Все это оставляет определенные, тесно связанные с травматической ситуацией, с ее смыслом, с ее эмоциональной нагрузкой и телесной тоже нагрузкой, переживающейся в теле, следы, которые люди несут в себе, если человек не знает, что у них была такая история или отрицает такую связь, да, то есть их симптомов и их предыдущих травм, он может видеть в этом просто какие-то странные галлюцинации, не понимать, что они значат, не понимать, откуда они взялись, приписывать какой-то внутренней динамике, какой-то внутреннему генезису самого человека, типа это из него изнутри вот почему-то идет, у него какие-то проблемы. В то время как проблемы, конечно, были у тех, кто над ним такое совершил. И, естественно, такой опыт не мог остаться бесследным. Ну и здесь такие же есть примеры, которые в более абстрактном виде только что были обсуждены, что человек, переживший сексуальное насилие, потом слышит голоса, которые убеждают его в его порочности, да, или принуждают его к каким-то насильственным действиям в отношении самого себя. То же самое, как бы, выражением, да, того ощущения, которое люди переживают, став жертвой такого насилия, могут стать как бы отщепленные, отчужденные от их обычного сознательного «я» голоса, которые в каких-то психологических теориях назвали бы голосами интроектов, там, да, или голосами каких-то частей психики, голоса, которые как бы озвучивают все те страшные, постыдные, неприятные, тяжелые возможные ощущения и оценки людей или представляемых людей, интроицированных людей и так далее, которые жертвы насилия на себе ощущают и испытывают. Поэтому они слышат обвинения в свой адрес, да, что их в этом винят. Обвинения в какой-то порочности, обвинения в какой-то грязности, обвинения в какой-то там пропащести и так далее.
Также люди вот слышат, как их как бы называют грубыми словами, связанными как-то с развратом, с распутством, да, называют там шлюхой, потаскухой, проституткой и так далее. То есть продолжается как бы их виктимизация дальше. И если психотерапевт или психиатр, который должен им помочь, не понимает истоков такого рода опыта и просто ставит им какую-то там шизофрению или какое-то другое психотическое расстройство, и просто говорит им, что это изнутри них происходят странные, необъяснимые какие-то, да, галлюцинации, бредовые элементы, таким образом он просто дальше виктимизирует таких пострадавших людей и совершает таким образом преступление. Ну и дальше тоже, да, если вы хотите, можете прочитать. В этой главе тоже приводятся более какие-то детальные описания из разных исследований, где люди показывают, что содержание, вот, например, более половины так называемых шизофренических симптомов взрослых людей, которые подвергались насилию, явно имело связь с самим насилием. То есть они слышат голоса, которые как бы они слышали в своей жизни или которые являются преобразованием того опыта, который они ощутили, да, и того отношения к себе, которое они получили. Слышат детские голоса, которые в голове кричат и так далее. Также, естественно, они могут слышать какие-то разные принуждения к какому-то self-harm, да, и каким-то еще более тяжелым вещам, и они постоянно переживают этот внутренний тяжелейший опыт дальше и дальше. И если этот опыт не атрибутировать реальным причинам, да, если не признать положение, в котором они оказались, и признать, что они были жертвами насилия, а не они просто какие-то странные, болезненные люди с расстройством мозговом каком-то субстрате, да, там, или генетическом субстрате. Если этого не сделать, то это виктимизация, и маргинализация будет продолжаться дальше, и такие люди будут, конечно, чувствовать себя все хуже и будут все время обвинять себя, часто в том числе, а их еще будут обвинять какие-то другие люди, говорить, что они просто какие-то с расстройством и так далее. И это все абсолютно недопустимые, абсолютно ошибочные, абсолютно бесчеловечные вещи. Такого рода обвинения и оставление человека в абсолютном одиночестве и в постоянном каком-то газлайтинге на тему того, что с ним происходит, почему это с ним происходит и кто действительно виноват и ответственен в этой ситуации. Ну и здесь тоже на этом скрине можете прочитать, какого рода преобразованные ощущения, какого рода преобразованный в символическом каком-то или даже довольно буквальном виде опыт человек переживает теперь как некоторые галлюцинации. Но как бы, почему это галлюцинация, если по сути это продолжение его абсолютно закономерного, пережитого им тяжелого, насильственного, разрушительного опыта. Поэтому всегда возникает вопрос, насколько вообще можно называть все это, все эти состояния психозом, бредом или расстройством, если это является реакцией на тяжелые разрушительные события, значение и эмоциональный эффект которых продолжает сохраняться в прямой или преобразованной символической форме. То есть то, как человек себя чувствовал во время и после этого опыта, те виды отношения к нему, которые ему таким образом были продемонстрированы, а часто неоднократно, часто повторяющимся паттерне отношений, конкретные элементы травматического опыта, все это повторяется, вмешивается в настоящее и смешивается с ним. И та внутренняя ситуация, в которой человек все время пребывает, естественно, модулирует, да, и меняет как-то и вторгается в переживаемое им в настоящем. Что неудивительно, так вообще-то у всех происходит. Просто у кого-то это более страшный, более разрушительный опыт. И пока все эти психотравмы не признаются, пока не исцеляются, пока они хотя бы в какой-то мере не получают какого-то рода бережного, осмысленного, эмпатического отношения, нет никаких оснований для восстановления и обретения устойчивого состояния. Но, конечно, во многих случаях, если не во всех случаях, признанию и проживанию такого опыта и такого рода эмоционального знания предшествует работа по развитию способности выносить такой опыт, да, и работа по тому, что называют в некоторых подходах укреплением эго, укреплением «я» человека, то есть
укреплением то какого-то устойчивого центра, устойчивой психической субъектности, который позволяет не быть полностью разрушенным, не быть полностью затопленным определенного рода переживаниями, а выносить их, хотя, конечно, это может быть очень тяжело. Поэтому, конечно, нельзя просто неподготовленного человека толкать в тот опыт, который его и заставил спродуцировать защитные механизмы или симптомы, потому что пережить такой опыт без защитных механизмов как раз-таки и не было у него ресурса и возможности. Это бы его просто разрушило или уничтожило, или не было в принципе возможно. Поэтому те его состояния, которые потом называются там расстройствами личности, психотическими симптомами или разного рода другими расстройствами, почти всегда или очень часто являются защитными элементами, являются способами исправления. Диссоциация, да, там, преобразование это в какой-то отчужденный элемент своей психики и так далее. Поэтому защиты не нужно спешить снимать, пока не сделана работа по повышению способности выносить тот или иной тяжелый опыт. Но постепенно к этому можно прийти, да, в наверное, большинстве случаев, и торопиться с этим не нужно ни в каком случае. Ну и это примеры двух из многих и многих работ на тему того, как абьюз в детстве влияет на развитие и функционирование мозга и тела в целом. И такие исследования показывают, что мозговые и телесные особенности людей, получающих психиатрические диагнозы, это почти всегда следствие влияния социальных и психологических факторов, а не некие самостоятельно возникшие медицинские проблемы. То есть мозг и тело являются медиаторами социальных условий, отношений и переживаний человека – то есть они проводят сквозь себя и преобразуются соответствующим образом, да, соответствующим этому опыту. Они начинают нести следы этого абьюза, этих страданий. И после экспозиции, представленности такому травматичному опыту, в теле, конечно, тоже происходят изменения. Но важно понимать, что эти изменения – это следствие травматичного опыта. Это не некая самостоятельная причина психических расстройств. Если бы не было абьюза и страданий, не было бы и мозговых, и телесных изменений. Поэтому важно понимать и отмечать, что телесные изменения – это почти всегда следствие, а не причина. Тело – это медиатор стресса и страданий, возникающих в негативных социальных условиях. Конечно, если человека непредсказуемо и необъяснимо пугать, запугивать, угрожать ему, он станет тревожным. И его тело начнет работать иначе, да? Конечно, перестроится работа мозга, конечно, произойдет масса каких-то вредных для здоровья перестроек, вызываемых постоянным стрессом, постоянным состоянием активации, постоянным страхом, постоянной угрозой его жизни или угрозой его благополучия, угрозой его там спокойному, безболезненному состоянию. И надо понимать, что причина его тревожности или там, его проблем со сном, с которыми он пришел к психиатру, например, в том, что его запугивали, в том, что ему угрожали, в том, что он переживал тяжелые насильственные воздействия. И теперь, спустя годы, когда ему делают томографию мозга, делают ему ФМРТ, находят там какие-то особенности функционирования мозга или особенности каких-то там структур мозга, важно понимать, что все это возникло вполне понятным, осмысленным и социальным образом, а не просто у кого-то вдруг что-то происходит в голове, да, или кто-то рождается с неправильным мозгом. Таких случаев, буквально, может, там 1, 2, 3% от всех случаев того, что называют психическими расстройствами. И терапевтические изменения, да, на психологическом и социальном уровне также снова перестроят, или могут, по крайней мере, в большинстве случаев, перестроить работу тела и мозга. В том числе, возможно, какими-то уже обходными путями. Даже если что-то уже сформировалось, всегда есть возможность обходного пути, замещающего функционально то, что должно было сформироваться на основе другого субстрата. Поэтому это не является приговором. Да? Детская травма – это не приговор, это не какая-то обреченность. И
Хотя это может быть очень тяжелым, очень долгим каким-то изменением. Понятно, что не все станет так же, как раньше, там и так далее, но тем не менее, даже телесные и мозговые перестройки вследствие травмы, так же как и психологические, не являются какими-то обрекающими на неизбежность. То есть сначала человека, ребенка абьюзят физически, психологически или сексуальным образом. Он живет в постоянном страхе, тревоге, подавленности, в бесконечном стрессе и страданиях, в чувстве стыда, вины, недоумения, дезорганизации и так далее. Конечно, это опосредуется его мозгом и телом, ведь их принуждают жить в постоянном стрессе и страдании, в режиме гиперактивации защитных или атакующих систем, в режиме беспомощности, в режиме токсичного стыда, страха, ужаса, который постоянно подкрепляется. И, конечно, это будет оставлять след в мозге и в теле. И они, в свою очередь, могут меняться так, что будут поддерживать такого рода состояние переживания дальше, да, такого рода психические реакции, такого рода телесные состояния. Но важно различать причину и следствие. Причина почти всегда в условиях жизни, во взаимоотношениях с окружающими людьми, в психологических переживаниях того, что происходит. И далее, конечно, это может иметь и телесную воплощенность. Все эти исследования — это исследования преимущественно про насилие в детстве, да, до 18 лет. Но, конечно, насилие и плохое обращение происходят и после 18 лет, и тоже могут быть очень травматичными и вести к тем состояниям, которые потом назовут именем того или иного психиатрического диагноза. Также надо понимать, что абьюз и насилие, конечно, не единственные социальные факторы, ведущие к психическим нарушениям и проблемам. Поэтому те, кто считается незатронутым этими факторами, детским абьюзом, часто оказывается затронут какими-то другими, да, во-первых, менее очевидными видами насильственного обращения и в детстве, и во взрослом возрасте, во-вторых, другими внешними факторами взаимоотношений между людьми, нахождением в разных социальных ситуациях, в разных социальных нормативах, которые насильственны по отношению к человеку, в разных социально усвоенных установках и представлениях о реальности, которые тоже могут вызывать те или иные психические проблемы, страдания и то, что называется расстройством. Поэтому сами по себе социальные факторы, конечно, не исчерпываются детским абьюзом, да, такого вот грубого, очевидного вида, который в обычных стандартных исследованиях исследуется. И если мы возьмем все социальные причины и опишем все пути их негативного воздействия на психическое состояние, то мы обнаружим, что риски расстройств повышаются там не в 3, в 4 или в 5 раз, а в десятки раз. И охватывают они не 60-70% населения, а пациентов с теми или иными расстройствами или страданиями определенного рода, которые не диагностированы, а 98, там, может 95% пациентов, или людей с диагнозами, или людей с теми, кто под них бы подходил. Но прямое, грубое, очевидное насилие над детьми — это самый страшный и самый главный фактор развития психических проблем. И сотни и тысячи уже исследований существуют, которые достаточно популярны, достаточно цитируемы и известны. И даже при их узком понимании насилия видно, что абьюз в детстве, то есть до 18 лет, повышает риск получения психиатрического диагноза практически любого вида в несколько раз. А если разные типы абьюза сочетаются, если это длится долго, если жестокость слишком велика, то вероятность психических проблем и получения диагноза возрастает уже в десятки раз. И даже если никто этот диагноз не поставит, то последствия все равно, конечно, будут. Таковы результаты крупных исследований последних 40-45 лет. Ну, конечно, травматичный опыт как причина тяжелых психических состояний, получающих название каких-либо расстройств, всегда описывался в литературе, всегда был известен психотерапевтам, да и некоторым психиатрам тоже, и разным исследователям. Такие темы поднимались уже 130-140 лет назад, и в принципе в 1890-х годах
свидетельства такого рода, монографии на такие темы, или, по крайней мере, доклады и какие-то статьи на эти темы существовали. Описывались и сами расстройства, и содержание симптомов, которые выражали травматичный опыт прямо или символическим образом. Но такие вещи гораздо чаще встречали сопротивление, страх, непринятие от психологов, психотерапевтов, от каких-то исследователей, ученых другого рода, и поэтому не утвердились как некоторое достаточно общее знание, которое бы, например, преподавалось во всех вузах, было бы написано в каждой книге, начиная там с начала 20 века, о психологии или о причинах тяжелых психических состояний, именуемых тем или иным расстройством. Такого рода общим знанием это не стало, но такое знание существовало еще 130 лет назад и не прекращало так или иначе существовать все это время. Поэтому отдельные исследования были и до 1960-х годов, и до 70-х годов, но начиная с этого времени, особенно с 80-х, это стало очень массовым явлением. Поэтому в 80-е годы была активная полемика на тему включения новых диагностических единиц, связанных именно с повторяющимся травматическим опытом в детстве, которые объясняли бы гораздо лучше состояние людей и позволяли бы им помогать гораздо эффективнее. Но комиссия, которая буквально состояла из определенного небольшого числа людей, решила этот диагноз не пропускать, не включать его в ДСМ, и на долгие-долгие годы комплексное ПТСР было отложено, и до сих пор в ДСМ его нет. Но в литературе и в практике комплексное ПТСР как понятие или как диагноз стало использоваться, и вот книги Джудит Герман, которая автором этого понятия и является, я сейчас хочу обратиться, чтобы тоже некоторые важные вещи оттуда вам показать и одновременно адресовать вас к этой книге, если вам захочется ее прочитать. Книга называется «Травма и исцеление». И вот что она там пишет. Люди, пережившие насилие в детстве, если становятся пациентами, демонстрируют озадачивающий широкий спектр симптомов. Их общий уровень дистресса выше, чем у других пациентов, и наиболее впечатляющее открытие – это сама длина списка симптомов, коррелирующих с историей насилия в детстве. Там она перечисляет депрессию, тревожность, паранойю, диссоциативные симптомы, проблемы со сном, разные виды зависимостей, самоповреждающее поведение, проблемы с отношениями с другими людьми и так далее. То есть в целом все то, что мы сейчас видели по результатам огромных крупных метаанализов и отдельных исследований. Пострадавшим от насилия в детстве, как и другим травмированным людям, часто ставят ошибочные диагнозы и неправильно лечат их в системе психиатрических учреждений. И люди, выжившие вопреки тому, что подвергались в детстве абьюзу, часто успевают собрать коллекцию из множества разных диагнозов, прежде чем будет распознана их основополагающая проблема, а именно повторяющийся тяжелый травматичный опыт. Ну и дальше она пишет о том, что 3 самых проблемных диагноза, которые часто ставят людям с травматической историей, это соматизированное расстройство, пограничное расстройство личности, расстройство множественной личности или диссоциативное расстройство идентичности, о котором мы тоже говорили. То есть соматизированное расстройство – это определенные телесные жалобы, телесные боли, телесные состояния, которым не находят обычные врачи никаких физических причин, по сути. Пограничное расстройство понятно, да, ну и расстройство множественной личности тоже понятно. Ну и дальше она тоже приводит какие-то ссылки на разные исследования, в которых подтверждается травматическая история, связанная с каждым из этих диагнозов или каждым из этих состояний, в том числе 97% в исследованиях Патмана людей с диссоциативным расстройством идентичности имели серьезные детские травмы абьюзивного, сексуального, физического и прочего характера. И, собственно, исследования Герман, как она пишет, людей с ПРЛ также зафиксировали истории детской травмы в подавляющем большинстве случаев, а именно 81%. Насилие там, как правило, начиналось на ранних этапах жизни, имело жестокий и длительный характер, и чем раньше оно начиналось, чем более жестоким оно было,
тем больше была вероятность, что у переживших его разовьются симптомы ПРЛ. Многие из наиболее проблемных черт этих трех расстройств становятся более понятными в свете истории детской травмы. Но что еще важнее, выжившие становятся понятнее для самих себя, когда они распознают, что истоки их психологических трудностей возникли из насильственной среды в детстве. И тогда им больше нет нужды приписывать эти трудности выражению какого-то внутреннего дефекта их характера или их тела. И таким образом открывается путь к созданию нового смысла в своем опыте и новой, не подвергшейся стигматизации идентичности. Это очень важно. Чтобы люди начинали атрибутировать, да, ответственность или какую-то проблемность, в первую очередь, в насильственной среде, если таковая, конечно, была. И не стигматизировались, и не маргинализировались тем, что как будто бы проблема только в них, а тот тяжелый опыт насилия, отвержения, психологического абьюза, физического абьюза и прочих, как будто бы не имеет отношения. Так нет, именно он и имеет отношение, самое прямое, и обычно и является главной причиной. Понятно, что существуют другие причины, что есть другие какие-то социальные факторы, в том числе и другие психологические факторы. Но понимание роли детской травмы в развитии, в происхождении, да, то есть надо понять, что это причина, что это исток тех состояний, которые дальше называются именами каких-то расстройств. Ну и как Джудит Герман тоже пишет, важно это и потому, что сами терапевты должны это понимать. Это должно быть общим знанием, чтобы терапевты не повторяли травмирующих ситуаций и не игнорировали, не отвергали, не обесценивали опыт человека напротив. И также для самих людей, как она пишет, признание травмы является центральной составляющей процесса восстановления, как сами пациенты об этом красноречиво свидетельствуют. Вот, поэтому, если вам интересно, можете посмотреть эту книгу, можете посмотреть те главы, которые вам подходят, потому что, возможно, не все они будут лично для вас интересны. И следующей книгой, которую я тоже могу вас адресовать, в которой определенные главы также могут быть очень существенными, подходящими, это очень популярная, в принципе, книга «Тело помнит все» Ван дер Колка, из которой некоторые важные места я тоже вам покажу и частично зачитаю. Так вот, он пишет там о том, что на десятках тысяч разных случаев, да, для десятков тысяч разных детей снова была показана связь детской травмы и тех состояний, которые у них развивались в подростковом и взрослом возрасте. И по мере обобщения данных разных исследований, и по мере проведения их собственных исследований с детьми, которые к ним попадали, которых они там лечили или консультировали, было предложено такое понятие, да, как травматическое расстройство развития, ну или травма развития. Если вы будете искать на русском по словосочетанию травма развития, вы можете найти, в принципе, как раз то, о чем здесь идет речь. И вот он пишет, сопоставив полученные данные, мы обнаружили общие для всех таких детей черты. Первое – это нарушение эмоциональной регуляции, то есть неспособность нормально контролировать свои собственные эмоции или какие-то большие перепады в эмоциональных состояниях. Второе – проблема с вниманием и концентрацией. И третье – трудности с тем, чтобы уживаться с самими собой и с окружающими людьми. Настроение и чувства этих детей молниеносно переключались из одной крайности в другую, вспышки ярости и паники сменялись отстраненностью, апатией или диссоциацией. И когда они волновались, что большую часть времени с ними и происходило, то не могли ни успокоиться, ни описать свои чувства. Ну, то есть понятно, да, что когда таких детей, таких людей встречает обычный психиатр или обычный терапевт, не знающий истоков травматических такого рода состояний в большинстве случаев, он начнет ставить им простые диагнозы. Ну, он говорит, ну, у ребенка СДВГ, он не может сосредоточиться, он все время какой-то гиперактивированный, он все время в каком-то таком очень заряженном состоянии, которое одновременно довольно рассеянное, потому что человек, который переживает определенного рода стресс и гиперактивацию, чувствует себя в опасности, под угрозой или чувствует себя каким-то не таким, как надо, какую-то внутреннюю неуспокоенность испытывает все время, конечно, он не сможет спокойно сфокусироваться на каком-то структурированном внешнем материале, не будет хорошо там учиться в школе или будет, но это будет даваться ему огромной ценой самоуправления.
и так далее. Таким детям будут ставить разные там оппозиционные расстройства какие-то, будут предполагать у таких взрослых какие-то расстройства личности или какие-то другие проблемы, в то время как дело почти всегда в тяжелом травматичном опыте. Ну и дальше он перечисляет, да, с какими жалобами люди обычно обращаются. Это нарушение сна, головные боли, необъяснимые телесные боли, повышенная чувствительность к прикосновениям и звукам, что же понятно, когда человека били или когда человека сексуализированно абьюзили, или человек все время должен был выслушивать, не идут ли к нему, чтобы на него наорать или начать его жестко оскорблять или уже избивать и так далее, конечно, он повышенно чувствителен к любым намекам, к любым стимулам, которые так или иначе связаны с ощущением опасности, угрозы, травмы, боли и так далее. И понятно, что такого рода состояния или симптомы вызывают какие-то тяжелые проблемы с тем, чтобы просто спокойно и эффективно существовать в повседневной жизни. И люди в том числе развивают разные способы выражения или маскировки, или справления, попыток справления с такими состояниями и симптомами, в том числе разные виды зависимости, разные виды каких-то телесных способов самого себя привести в другое состояние, в том числе это и self-harm тоже. И, как он и пишет, почти вся энергия тратится у таких людей, чтобы хоть как-то сохранить хоть какую-то собранность, хоть какой-то самоконтроль обеспечить, и поэтому им тяжело уделять внимание тому, что не имеет прямого отношения к выживанию, например, к учебе или к нормальным каким-то содержательным отношениям и так далее. И повышенное возбуждение также приводит к тому, что они постоянно отвлекаются. Из-за того, что их часто игнорировали и бросали, они цепляются за других и требуют к себе внимания, даже если это те же самые люди, которые с ними жестоко обращались. Потому что потребность у них существует, а тех, кто мог бы ее нормально удовлетворить, не существует. И им приходится цепляться за тех же, кто дает им то побои, то хоть какое-то успокоение или хоть какие-то там элементы, нужные для их телесного выживания. Также из-за регулярных проявлений по отношению к ним физического или сексуального насилия они начинают считать себя неполноценными, никчемными, какими-то особенно дефектными и так далее. И появляется у них ненависть, презрение к себе или просто невозможность ужиться с самим собой таким, который пережил такого рода отвратительное, жестокое, бесчеловечное отношение. И, как пишет Вандерколк, дальше они собрали данные по более чем 350 тысячам детей и их приемным или родным родителям, которые подтвердили эти данные, что предложенный ими диагноз травматическое расстройство развития отражает весь спектр имеющихся у этих детей проблем. Будь он утвержден, будь он принят, можно было бы заменить множество бессмысленных ярлыков одним единственным осмысленным понятием, которое давало бы понимание, что причина всех проблем таких детей или выросших уже взрослых кроется в пережитой психологической травме в сочетании с нездоровой привязанностью, ну, то есть такими отношениями, которые не обеспечивали их нормальным, надежным взрослым, надежным родителям, которые к ним доброжелательно и положительно относятся. Есть понятие комплексное ПТСР или КПТСР, и есть понятие травмы развития. И то, и другое могут вам помочь как найти какую-то важную информацию, так и, может быть, осмыслить свой или чужой опыт. Все это достаточно обобщенные понятия, но все равно они гораздо лучше и гораздо психологичнее, чем предшествующие им обычные психиатрические диагнозы, которые раньше ставились людям, пережившим жестокое обращение в детстве и имеющим разнотипные последствия этого отношения. Но такие люди воспринимались как будто бы отдельно от их собственной личной истории, от их переживаний, поэтому получали еще менее подходящие диагнозы. Но эти два, по крайней мере, приближают к вопросу о правильном происхождении и о правильном понимании того, что в данный момент человек испытывает. И всем, кому это важно или для кого это лично может оказаться полезным, поддерживающим и так далее, советую прочитать книгу Вандерколка, только начинать ее можно читать не сначала, а с третьей части,
которая называется «Детский разум», потому что именно там уже будет сразу говориться о детях, о насилии в детстве, о разном виде абьюза и пренебрежения, о том, что с детьми происходит, а дальше будут обсуждаться разные способы терапии, в том числе в пятой части. Все такие исследования, которые я сегодня обсуждал и вам показывал, и все такие книги демонстрируют одно и то же, да, что социальные воздействия в детстве, ну и на самом деле и потом, но в детстве особенно, формируют очень специфичные, совершенно явно связанные с характером воздействия, состояния людей, которые нужно понимать, а не просто формально распределять по ничего не говорящим категориям из ДСМ или МКБ. То есть первое, что с детьми происходит, это абьюз, нарушенные отношения, патологические коммуникации, патологическая среда. А потом, естественно, в результате переживания всего этого меняется их тело, и тело несет след в себе всех этих тяжелых, страшных переживаний и воздействий. То есть первичное отношение, первичное переживание отношений, переживание того, как вас воспринимают, какой вам транслируют отношения, степень безопасности среды и мира, в которых вы находитесь, все это влияет на человека кардинальным образом. И то, какие сформируются у него ощущения, убеждения, самоощущения, ожидания от людей, от мира, привычные способы все чувствовать, на все реагировать, осмыслять себя и свою жизнь, отдельные ситуации, социальную реальность, все это сильно зависит от того, какого рода опыт он переживал долгие-долгие годы ребенком. И я еще раз подчеркну этот момент, что дело не в том, что просто мозг или тело работают неправильно. Они работают правильно, они дают ответ на тяжелый, стрессовый, травматичный опыт. Закономерная реакция приводит к тому, что формируются те достаточно необычные, может быть, для тех, кто такой опыт не переживал, состояния, которые потом начинают называть расстройствами. Но это важно понимать, что мозг и тело не становятся как-то непонятно, случайно, по чисто телесным принципам нарушенно работающими. Это естественная, имеющая понятные причины реакция на травму. И реакция на травму – это как раз здоровая реакция, да? Здоровый ответ чувствительного человека на нездоровое, патологичное и бесчувственное обращение и отношение. Трудности вызываются тем, что такой эффект обычно слишком генерализируется, слишком устойчивым становится, начинает мешать самому человеку, начинает мешать его отношениям и так далее. Но сама эта изначальная реакция на травму – это адекватная и закономерная реакция. Это те стимулы, которые воздействовали на человека, были неадекватными и нездоровыми. И переработать без травмы такие разрушительные стимулы, без изменения психического и телесного функционирования, было просто невозможно. И вообще значило бы воспринять тогда такое отношение как нечто нормальное или нечто не сильно задевающее. Но наличие чувствительности к человеческим отношениям, наличие ценности безопасности, ценности эмпатии, наличие эмоциональной вовлеченности в отношения с людьми означают, что жестокость и пренебрежение со стороны этих людей будут негативно воздействовать на человека и будут оставлять свой след. И люди, пережившие такой тяжелый опыт, должны получать не отчуждающие диагнозы, а глобальную и частную поддержку, помощь, объяснение и изменение той неблагоприятной среды, в которой они находились или, может быть, до сих пор находятся, на более благоприятную, насколько это вообще возможно. Для таких людей обычно важно получить новую рамку восприятия своего состояния и всего, что с ними происходило в прошлом, и увидеть таким образом смысл в своих переживаниях и закономерность. Ну и познакомиться с нормальными людьми, понимающими и неабьюзивными, тоже бывает очень важно. И обвинять пострадавших от жестокого абьюза в неправильном функционировании тела или мозга – это примерно как обвинять человека, которому угрожает вооруженный преступник, в том, что человек испытывает страх или панику. Почему же он испытывает страх и панику? Да? Почему же у него учащается дыхание, повышается пульс? Почему он испытывает ужас? Что какие-то странные внутренние процессы
Откуда же они появились? Ну, это потому, что мужик ему стволом угрожает. Это страшная ситуация, она психологический и телесный ответ на нее дается закономерно и абсолютно, да, и страх, паника, изменение дыхания или пульса — это не какие-то чисто изнутри сгенерированные процессы, это естественная реакция, свойственная абсолютно большинству людей. И в тот момент, когда психиатр или психолог измеряет состояние, да, человека, игнорируя тот момент, что в метре от него ему угрожает человек с оружием, вот это действительно странно. В то время как реакция на такой пугающий, да, страшный опыт вполне закономерна, и только в соответствии, да, с этим стимулом она и может быть понята. Поэтому всегда нужно восстанавливать контекст социальный, всегда нужно говорить о переживаниях человека, а не просто фиксировать отдельные поверхностно понимаемые симптомы. И травматические реакции, конечно, могут быть тяжелыми, сложными, множественными, проблемными для самого человека. Но надо понимать, что какими бы нетипичными для среднего ожидания они были, это закономерные обоснованные реакции. И они, в силу непринятия или газлайтинга со стороны других, могут распространяться на все большие части психики, видоизменяться и, как и всякое непризнаваемое, игнорируемое страдание, могут принимать все более странные, все более тяжелые формы. Да, в которых будет массивное смешение сложных и тяжелых чувств, в которых не верифицируют другие, а часто и сам человек, то есть не дает им реалистичного определения, не признает их ценности, не признает их связи с реально своим опытом. Когда это происходит, состояние обычно ухудшается или бесконечно тянется и не меняется особо от терапии, которая не затрагивает суть вопроса. И для положительных изменений, конечно, травматичный опыт должен быть признан, понят и валидирован. Должны быть поняты его последствия, способы адаптации к нему и к той реальности, какой она стала для человека после такого опыта. И все это работа, конечно, для психотерапии в широком смысле, а также для разных видов поддержки и общения между самими пострадавшими, между теми, кто понимает и ценит их опыт. И для тех, кто привык справляться через волевое преодоление, через отчуждение от себя, через постоянное преуменьшение своей боли, через разные виды избегания, через избегание в том числе позиции слабости, для таких людей нужно много героизма, чтобы суметь посчитать и пережить себя как жертву определенного рода насилия. Плохого обращения, психологического насилия, физического, сексуального и так далее. И пережить это не на поверхностном уровне и не для публики, не ради каких-то социальных преференций, а на глубоком психологическом уровне ради переживания собственной внутренней истины и восстановления справедливости, в том числе для возможности продвижения дальше и выхода из такого состояния. Потому что пережить себя таким образом, как себя переживал тот самый ребенок, который такое ужасное и бесчеловечное отношение получал, значит прикоснуться к своим действительным чувствам, действительному самоощущению, а не постоянно пытаться бежать от него, постоянно его отрицать, постоянно производить такого рода дополнительное внутреннее самоотчуждение, и в каком-то смысле, конечно, насильственный акт над определенными переживаниями внутри себя. Поэтому нужно много героизма, чтобы отринуть какие-то привычные социальные установки, привычные суждения, привычные мистификации, которыми обычно пропитаны обывательские, а часто и академические установки, тексты, мнения и так далее. И пережить и понять, что многое из того, что считается нормальным, является на самом деле чудовищным, отвратительным, бесчеловечным и недопустимым. И увидеть в насилии, в пренебрежении, именно насилие и пренебрежение, не находя им никаких оправданий, не пытаясь найти им какие-то ослабляющие, смягчающие факторы и так далее.
Также много смелости бывает нужно, чтобы понять, что существенная часть того, что преподносится как нормальное отношение или обычное воспитание, является насилием, садизмом, подавлением и разрушением человеческого «я». И нет ни одного повода как-либо это скрывать или оправдывать. Дети постоянно подвергаются такого рода насилию, садизму, отвержению и отрицанию самого важного в них самих. Абсолютное большинство родителей разрушают психику своих детей и уничтожают их. Они дают им здоровое воспитание и возможность человека далее функционировать и иметь какую-то социальную идентичность и справляться с повседневными делами, в том числе и большим трудом, могут считать как будто бы удачно выполненной работой воспитания человека. Но это, конечно, не так. Такие родители в лучшем случае обычно заботятся только о физическом выживании детей и о соблюдении самых примитивных социальных установок и сценариев, и нисколько не заботятся о чувствах самого ребенка и о сохранности и развитии его «я». И чем меньше это скрывается, чем меньше это оправдывается, тем меньше будет таких разрушений, и тем больше будет понимания, чем же на самом деле является привычное бесчеловечное отношение к детям и к людям в целом. Открытость и смелость в высказывании правды – это залог будущих изменений и залог возможности освобождения людей, уже пострадавших от абьюза из того мистифицированного положения, в котором их постоянно разуверяют в реальности их опыта, в ценности их эмоций и в истинности их восприятия. Такого рода мистификация должна быть полностью снята, разоблачена, и действительное положение дел должно утверждаться и получать открытое признание. Тот факт, что жестокое и разрушительное обращение с детьми может иметь какие-то объяснения или причины, в том числе в личной истории родителей и так далее, не значит, что такое обращение может быть оправдано. Оно не может. И критика и осуждение его не должны как-либо смягчаться. Это недопустимые преступные действия, гораздо более страшные по своим последствиям, чем большинство обычных, общепонятных телесных преступлений. Взрослые родители позволяют себе насилие по отношению к детям, но они не позволяют его по отношению к тем, кто может создать им проблем. В абсолютном большинстве случаев такие родители свободно чувствуют себя по отношению к слабым подчиненным детям и совершенно не проявляют такого рода агрессии по отношению к другим, тем более по отношению к людям, которые имеют над ними какую-то власть в социальном плане и так далее. И это показывает, что родители такие вполне могут себя контролировать, вполне могут не выражать свою агрессию, тем более каким-то физическим образом, и вполне могли бы не делать так и с детьми, просто ребенок распознается ими как тот, к кому такого рода отношения внутри них допускаются. Также бывает нужно немало смелости или ясности сознания, чтобы понять и пережить, что существенная часть того, что обычно преподносится как странное, неправильное или порицаемое, является истинным и психологически верным, как это происходит в случае с тем, что называется симптомами психических расстройств, а в действительности является выражением травматического опыта или способами справления с ним или реакцией на него, в том числе и такой, которая пытается донести правду неким скрытым, непрямым образом. Также стоит сказать, что есть гораздо более тонкие виды абьюза и способов сведения с ума, негативного воздействия, разрушения психического здоровья человека, и они в таких общих широких исследованиях обычно не учитываются. И их я разбирал в своих предыдущих видео. Там я обращался и к книгам Ленга и Эстерсона, и к статьям Бейтсона, и показывал сам, как можно анализировать как записанные на видео взаимодействия родителей с детьми, так и записанные на аудио взаимодействия родителей с детьми уже выросшими. Там я занимаюсь подробным анализом непосредственно показываемых видео или слушаемых аудиозаписей, и вы можете посмотреть, как такие
более тонкие виды психологического насилия, игнорирования, переквалификации чужих утверждений, определенной дереализации людей действуют. И из всех, что я встречал, наиболее эмпатичные, человечные, написанные для людей, в первую очередь пострадавших от насилия в детстве, психологические книги — это книги Алис Миллер. 4 книги Алис Миллер есть на русском языке. Первая из них была написана еще в 1979 году. 3 из них есть в свободном доступе, а 4-ю я пока не видел. Также есть переводы на русский язык некоторых ее статей или ответов на вопросы, или глав из ее книг, и есть ее сайт, на котором вы всегда можете включить в браузере перевод страницы, если на английском не читаете. Но я думаю, что как раз тем, кто не является психологом, не учится на психолога, или, по крайней мере, пока хочет в первую очередь познакомиться с литературой как тот, кто пережил насилие, да, или так как тот, кто хочет его не допустить, таким людям лучше читать книги Миллер в первую очередь. Они будут гораздо ближе, гораздо эмоциональнее, гораздо свободнее от каких-то академических выражений и так далее. И при этом они будут все так же опираться на реальные истории, на реальный опыт людей, который будет преподнесен в гораздо более близком и человечном виде. Все обсужденные сегодня исследования, число которых превышает 1000 и могло бы быть увеличено сколь угодно дальше, все эти книги, которые я вам посоветовал, Джудит Герман, Вандер Колк, книга «Модели безумия» и книги Алис Миллер, также мои комментарии, мои предыдущие видео, к которым я вас тоже адресую, то, что в них как бы существует расширение и углубление этой темы, которые в обычных исследованиях, в обычных книгах далеко не всегда происходит. Все это вместе показывает, как специфический опыт приводит к специфическим же состояниям и придает смысл переживаниям людей и тому, что обычно называется симптомами. Поэтому любой психиатр, любой психотерапевт, к которому человек приходит с симптомами, подходящими к какому-то из стандартных диагнозов, сегодня обсужденному, должен в первую очередь выяснять, переживал ли этот человек в детстве или в юном возрасте, или даже во взрослом возрасте эмоциональный, физический или сексуальный абьюз. И понятно, что не всегда это стоит делать быстро и напрямую, да, проблема может быть в том, что, во-первых, не все хотят об этом говорить, это абсолютно естественно, особенно если это первичный прием, и если человек сам не знает, что есть какая-то связь насилия в детстве и его сегодняшних проблем, а об этом почти никто не знает, не подозревает, и в том числе многие терапевты и психиатры тоже, хотя, как мы видим, давно известно, что это так. Во-вторых, не все об этом помнят, да, особенно если это был сильно травматичный опыт, он может быть диссоциирован, то есть вытеснен, отчужден, забыт. Или наоборот, если это был слишком повседневный опыт для человека, ему это казалось чем-то обычным, может до сих пор казаться, хотя это было психологическим насилием или даже физическим насилием, поэтому он об этом даже не будет упоминать, он не понимает, в чем проблема и почему к этому стоит обращаться. Да? Ну и третье, многие вещи сами люди не называют насилием, так как стандартный социальный нарратив плюс защитные механизмы определенного рода побуждают снижать серьезность и реальность плохого обращения в детстве, и на слишком общие вопросы о насилии такие люди будут отвечать, что никакого насилия не было. Вот. И отсюда в том числе много недодиагностированного абьюза, особенно эмоционального и психологического. Ну и тоже стоит сказать, что во всем этом не обязательно должна присутствовать идея какого-то прямого слепка, да, как будто человек, переживший негативный опыт, является всего лишь его продолжением и никем больше. Нет, человек, имеющий субъектность и сознание, не является просто слепком среды или с других людей. Он может вполне понимать деструктивность и неправильность плохого обращения, может иметь ценности, которые совершенно отличаются от ценностей агрессоров и абьюзеров, которые с ним так обходились. Да, он может не отождествляться с той ролью, которую ему пытались распределить в сложившихся отношениях. Но следы травматического опыта он может все равно в себе нести. Хотя он может отдавать себе до какой-то степени отчет, что это его реакции, это его чувства, эти его качества,
это следствие прошлого, да, и что это имеет такого рода смысл и такого рода свобода некоторая появляется у него, если он думает, да, я так реагирую не потому, что это моя буквальная реакция на сегодняшний стимул, а это имеет большой бэкграунд из прошлого. Но чтобы с этим что-то сделать, а не просто все время подавлять одни эмоции или пытаться развить другие, существовать в каком-то волевом режиме или в режиме сдерживания себя или попыток, тем более часто люди корят себя за такие реакции, думаешь, какие-то слабовольные, какие-то неправильные и так далее. Чтобы с этим что-то сделать, да, или даже понять вполне связано, вполне глубоко и полно, нужно нечто большее, нечто, что можно встретить в специальной литературе и в специальной практике помощи пережившим травматичный опыт определенного вида. Поэтому, естественно, человек может многое понимать, он может сам себя пытаться контролировать, но то напряжение, там боль, то постоянное внутреннее страдание или какая-то внутренняя апатия, которая у него из-за такого опыта возникла или из-за способа в том числе как-то справиться с этим опытом. Все это тоже требует внимания и помощи. Поэтому люди — это не просто слепки со среды, но люди несут в себе следы того, как с ними обращались, и люди, в том числе особенно чувствительные, несут такие следы более глубокие, их раны более тяжелые, и даже многое зная и понимая, они могут нуждаться в соответствующей помощи. Я думаю, это очень важное видео, и попрошу вас поделиться им со всеми, кому оно может оказаться, по-вашему, полезным, важным, нужным. Для всех, кто обучается на психологов или психиатров, оно определенно будет нужным. Для всех, кто хочет пойти обучаться, кто уже работает и так далее, конечно, оно тоже будет нужным. Ну и в первую очередь для тех, кто пережил такого рода тяжелый опыт, тяжелое насилие, тяжелое пренебрежение и испытывает соответствующие последствия этого сегодня. Надеюсь, что такого рода понимание и знание о том, что такой опыт осмысленен, такой опыт признан, валидирован, имеет определенный положительный эффект и в том числе дает надежду на то, что существуют люди, которые это понимают, существуют люди, которые с этим работают, существуют люди, которые могут в этом помочь, в том числе самопомощь тоже гораздо более возможной становится, когда люди знакомятся с огромной новой областью, в которой все это подтверждается, описывается, осмысляется, признается и преподносится им в помощь в их состоянии. Всем, кто поможет в распространении этого видео и поделится им с другими, заранее спасибо. А в следующем видео я скажу о психологических последствиях такого отношения, о том, как же можно психологически понять, что переживают люди и почему вообще развиваются их состояния, которые затем называют теми или иными расстройствами. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь на связи, смотрите следующее видео и до встречи.